Всем привет! С вами снова Антон на канале Специи по вкусу. Сегодня мы будем делать пиццу. Меня долго-долго все друзья уговаривали: делай пиццу, делай пиццу. Я уже почти год сопротивлялся. Просто все кулинарные каналы почему-то считают своим долгом. Самое первое, что они делают, это сразу же пицца. Если вы посмотрели рецепт пиццы на каком-то другом канале, и вы, может, попробовали даже 1 или 2 раза это что-то сделать, и у вас не очень как-то получается, не теряйте надежды, потому что вот этот рецепт пиццы, он получается всегда отлично, он очень-очень вкусный, делать его очень просто. Я вам сейчас все в самых-самых малейших деталях, все подробно расскажу и объясню, как это все делается. Поехали смотреть. Для теста берем наш любимый миксер, одеваем вот такую вот насадку. В миксер насыпаем 415 граммов обычной муки. Туда же добавляем 270 граммов обычной воды комнатной температуры. Туда же добавляем 9 граммов соли. И туда же добавляем пол чайной ложки, если хотите быть точным, 1,5 грамма вот таких вот сухих дрожжей. Теперь закрываем наш миксер и месим это минут 10-15 до тех пор, пока тесто не превратится в большой плотный шар. Вот наше тесто покрутилось минут 15. Возьмем немного муки на рабочую поверхность. Перекладываем наше тесто на стол. С этого теста получится 3 пиццы. Теперь что нам надо сделать? Давайте его завернем на себя. Несколько раз, как всегда. Сделаем. Тут особенно красота не важна. Возьмем, сделаем вот такой колобок. Вот так вот. Как всегда, берем какую-нибудь посудину. Мажем ее растительным маслом слегка изнутри. И колобок, как всегда, швом вниз в нашу посудину. Накрываем это все пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 5 часов. Как минимум 5, но от 5 до 8 часов где-то будет нормально. 5 часов спустя достаем наше тесто из холодильника, оно довольно прилично вырастет. Разделяем его на 3 равные части, то есть у нас получится 3 пиццы. Делаем из них 3 небольших колобка, хорошенько так вот на себя их заворачиваем, точно так же, как мы делали этот колобок. Кладем их на противень, закрываем сверху пищевой пленкой вот так вот. И ставим это в холодильник на сутки. Процесс этот называется холодная ферментация или холодное брожение. Тесто будет стоять в холодильнике сутки, и дрожжи, которые мы туда положили, они будут потихонечку кушать, размножаться. В общем, дрожжи, которые попали в наше тесто, они так очень сильно обрадовались, типа сейчас поедим, а где тут теплое молоко, где тут водичка теплая. А нет, естественно, сейчас сутки я ждать не буду, поэтому я сделал тесто вчера. Вот у меня есть 2 куска, тут их было 3, к сожалению, 3 я уже съел. Очень классная пицца получилась. У меня осталось 2 куска. То есть тесто мое постояло в холодильнике 5 часов. Потом я сделал 3 колобка. Эти колобки постояли в холодильнике сутки. Когда настало время готовить, достаем их из холодильника и оставляем где-нибудь на кухне минут на 20, чтобы они чуть-чуть поднялись в температуре, они немножко, совсем чуть-чуть вырастут, и тесто расслабится. Когда мы их заворачивали, внутрь вот так вот. Немного муки на рабочую поверхность. Кладем наш колобок. И теперь очень интересная процедура. То есть, если вы хотите, чтобы на вашей пицце была снаружи вот такая вот толстая такая пышная корочка, то оставляйте пальцами вот такую вот корочку. Если вы этого не хотите, просто раскатайте ее скалкой, и оно то же самое отлично получится. Я люблю, когда на моей пицце по краям небольшая корочка есть, поэтому для начала мы вот так вот ее сделаем корочку. Потом здесь вот так выдавливаем. Получается вот такая вот мини-пицца. Теперь поднимаем ее и растягиваем потихонечку. Сначала потихонечку растягиваем, потом мы будем ее растягивать сильнее. Так вот. Есть такая вот очень известная такая вот технология, когда вы туда засовываете просто кулак, вот так вот, и она под своим весом, ничего даже можно не делать, можно чуть-чуть ее потянуть вот здесь вот. Но если вы ничего не будете делать, она под своим весом сама растянется, да? То есть даже никакого усилия не надо прилагать, просто ее раз, вот и все. Выравниваем ее, если вы любите круглую пиццу, делайте круглую, если любите квадратную, делайте квадратную. Вот, получается вот такая вот пицца, довольно тонкая в центре. Теперь что нам надо сделать? Нам надо взять какую-нибудь отдельную деревянную дощечку, или может у меня есть вот такая вот лопатка для пиццы, но это не столь важно. А обычная деревянная дощечка отлично пойдет. На нее насыпаем немного муки. Здесь, кстати, очень хорошо. Для чего нам здесь мука нужна? Для того, чтобы когда мы будем нашу пиццу засовывать в духовку, чтобы она соскользнула аккуратненько с дощечки, да? Здесь можно использовать или муку, или манную крупу. Точно так же отлично все получается. Теперь перекладываем нашу пиццу наверх.
Теперь давайте сделаем соус и все остальные начинки, которые мы будем класть на нашу пиццу. Соус для моей пиццы я люблю делать абсолютно простой. Просто беру банку помидоров, вот таких вот у меня есть итальянские помидоры в банке. Почему я использую помидоры из банки, я уже один раз рассказывал в одном из моих предыдущих эпизодов. Но мне несложно повториться. Дело в том, что помидоры, которые закатывают в банки, их с грядки снимают спелыми. И поэтому у них намного-намного больше вкуса. А те помидоры, которые вы покупаете в магазине, как бы они выглядят спелыми, но с грядки их сняли зелеными. Пока они к вам ехали, они как бы доспели и получили такой вот красный цвет. Поэтому вот берем мы банку вот помидоров, сливаем воду с них. Вот так вот, даже их можно вот так вот рукой немного раздавить, потому что вода нам здесь абсолютно не нужна. То есть то, что там какая-то жидкость внутри помидоров, нам это не надо абсолютно. Поэтому сливаем воду, вот сколько получится слить. Берем вот такой вот блендер обычный и мелко-мелко-мелко месим в это вот в томатную пасту. Получается такая вот замечательная мягкая такая томатная паста. Из специй можно туда вообще ничего не добавлять, получится классически очень-очень вкусно. Я люблю добавить немного орегано, буквально вот, щепотку. 2 щепотки сухого чеснока и щепотку базилика. Свежие травы я здесь обычно не использую, потому что мне кажется, что у свежих трав у них очень-очень яркий такой вот вкус, и они этот вкус яркий перебивают все остальное просто на пицце, поэтому я здесь использую сухие специи по вкусу. Вот базилик, чеснок и орегано. Добавлю немного сюда соли, совсем немного, смотрите осторожно, потому что если ваш сыр соленый, то как бы можно ошибиться немного. Как вы можете видеть, это занимает буквально меньше минуты, варить ничего не надо, выпаривать тоже ничего не надо. Получается великолепный, просто шикарный, очень вкусный соус для пиццы. Очень простой соус с элементарными ингредиентами, очень замечательный, очень вкусный. Большой плюс того, когда вы делаете пиццу дома, вы можете положить на нее какие хотите ингредиенты. Все, что вам нравится. Там корейку или бекон, или неважно, сыр хотите класть, кладите, не хотите сыр класть, не кладите. Соус может быть из помидоров, соус может быть из майонеза. Я понимаю, что майонез не очень популярен в последнее время, но тем не менее, если вам нравится, то что с этим поделаешь, правильно? То есть пиццу делайте так, как вам больше всего нравится. И пицца – это одно из тех блюд, которое очень хорошо идет в компании друзей. Поэтому, если к вам пришли какие-то друзья, и у вас уже тесто готовое, все ингредиенты нарезаны, вы просто все выкладываете на стол, ваши друзья по очереди сами себе делают то, что им нравится, вы все это жарите и наливаете какие-нибудь напитки прохладительные, очень классно все получается. Сегодня я вам покажу, как делать самую классическую, самую простую из всех пиц. Пицца Маргарита, так называемая. В ней всего 3 ингредиента. Первый ингредиент – это у нас соус. Второй ингредиент – это свежая моцарелла. И третий ингредиент – это у нас будет свежий базилик. Если у вас нет свежей моцареллы, вот такой, как у меня, видите, я порезал такими небольшими кусочками. Купил ее вот в такой вот банке. Как вы можете заметить, сюда я заранее кинул базилик. Делаю это для того, чтобы базилик немного набрал воды и для того, чтобы он в духовке просто не пригорал. Если вы не можете найти свежую моцареллу, возьмите какой-нибудь обычный такой вот сыр, неважно какой сыр, который вам больше нравится, или моцареллу, или там даже чеддер. По большому счету, если вы это делаете дома, то кладите туда наверх, на самом деле, то, что вам больше всего нравится. Теперь один очень важный момент. Оставайтесь со мной на 30 секунд, я вам расскажу что-то очень интересное. То, что вы больше нигде не услышите, потому что обычно все эти видео, которые вы смотрите на YouTube, там обычно эти профессионалы с такими большими печками, которые там, в общем, у них все там работает, все красиво получается, но очень редко кто показывает, как правильно делать это все в духовке, и никто не объясняет, почему именно так надо делать. Духовки современные, вот эти вот обычные такие вот плиты, они нагреваются где-то до 290 градусов Цельсия максимум, то есть по Фаренгейту где-то 550. Для пиццы нам надо, чтобы температура была как можно выше. Также для того, чтобы правильно сделать пиццу, вам нужен камень для пиццы. То есть они бывают квадратные или круглые. У меня вот такой маленький камешек, вы наверняка его видели в предыдущих моих эпизодах. Итак, чем горячее у вас духовка, тем у вас лучше и вкуснее получится пицца, и тем быстрее она приготовится. Поэтому мы поднимаем температуру нашей духовки до максимума, у меня на 290 градусов Цельсия, и оставляем ее минут на 30 минимум, для того, чтобы вся духовка хорошенько прогрелась, и для того, чтобы этот камень, который там стоит, чтобы он хорошо раскалился. Таким образом мы как бы симулируем дома вот эту вот настоящую печь для пиццы. Берем наше тесто. Очень важно, чтобы у вас под пиццей была или мука, или манная крупа, для того, чтобы вы могли вот так вот это сделать, чтобы когда вы положите сюда, значит, всю вашу красоту сверху, чтобы можно было ее просто взять вот так вот и в духовку скинуть, правильно? Чтобы она не застряла и не прилипла. Это еще один важный момент, почему мы держали наше тесто 24 часа в холодильнике, потому что когда оно постоит 24 часа, оно как бы перестает прилипать. Ну, оно прилипает, конечно, немножко, но не так сильно, как оно прилипает поначалу. И оно, когда мы его растягиваем, оно держит форму. Вот видите, я его растянул,
и оно держит форму. Если вы попробуете сделать то же самое с тестом, которое не постояло сутки в холодильнике, как только вы его растягиваете, оно сразу же будет назад возвращаться в свою изначальную форму, и у вас как бы вот это вот не получится, такая вот красота. Ну вот, наливаем соус, размазываем как получится. Если вы большой профессионал и у вас получается мазать это все красивыми концентрическими такими кругами, то пожалуйста. Если не получается, никакой разницы по вкусу это не будет. Наверх мы положим наш сыр. И наверх положим листики свежего базилика. Вот в промежутке между сыром где-нибудь так вот, чтобы они друг другу не мешали, кладем красивые листики базилика сюда. В зависимости от того, как вам больше всего нравится пицца. Некоторым нравится, чтобы было огромное количество ингредиентов на их пицце. Мне, например, иногда нравится, когда очень много ингредиентов, иногда мне нравится, когда их совсем чуть-чуть. Вот в данном случае у нас получается вот такая вот красивая пицца Маргарита. Единственное, что нам осталось сделать, это засунуть ее в духовку от 3 до 5 минут где-то, в зависимости от того, насколько у вас температура вашей духовки. У меня, например, температура 290 Цельсия. Я эту пиццу буду там держать, наверное, минут 4-5. После 4 минут я посмотрю, что там происходит, а потом, если еще надо, то добавлю еще минуты 2. Для того, чтобы получить вот такую красивую корочку, сначала, значит, ставим пиццу на среднюю полку в духовке на 4 минуты. 4 минуты спустя включаем вот этот вот бройл, который, или гриль, вот этот, который сверху, значит, обогревательный элемент этот вот. И ставим нашу пиццу на самую-самую верхнюю полку буквально на минуту. Вот видите, у меня она постояла 1,5 минуты, она немного подгорела. Она как бы еще замечательна, но все равно я бы предпочел, чтобы она минуту, наверное, постояла, чуть-чуть меньше. Вот она чуть-чуть немножко получилась горела. Но тем не менее будет очень вкусно. Вот как бы и весь секрет приготовления пиццы в домашних условиях. 4 минуты на средней полке, на самой-самой максимальной температуре, которую у вас потянет ваша духовка. 4 минуты на средней полке, 1 минуту на самой верхней полке под грилем. И у вас получается замечательная, такая вот моментально приготовленная домашняя пицца. Она обалденно вкусная. Хрустящая корочка. Внутри очень, наверное, вкусно. Сейчас попробуем. Класс, очень свежая, очень вкусная пицца домашняя. Как я уже говорил, рецепт всегда получается замечательно. Делать ее и кушать, естественно, лучше всего в компании друзей, под какие-нибудь вкусные напитки. Итак, в этом рецепте самое главное 3 вещи. Первое – это очень высокая температура вашей духовки. Второе – это очень свежие ингредиенты. И третье – это правильное тесто. Правильное тесто, как его делать, я вам уже показал. Ну и четвертое, самое главное, это хорошая компания ваших друзей. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайки, нажимайте на кнопку подписки, кнопка где-то вот там, поддерживайте канал. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!